Начну с того, что меня всегда удивляло, когда огромный богатый дом стоит в центре какой-нибудь жилой зоны, даже если и деревни. Но жить окно в окно с соседями, если у тебя есть такие деньги, ну подумай не только о красоте внутри дома, но и о красоте снаружи. Этот замок со всех сторон окружен натуральной природой, и несмотря на все его излишества, шикарное природное окружение – это больше, чем благо дома. Здесь нет пафоса, мрамора и потолков до 9 этажа. Тем не менее, это настоящий дом-праздник, причем праздник души и тела. Здесь много-премного приятных вещей, чтобы расслабиться и получать удовольствие от самого дома. Миллион подсветок, камин, бассейн, водопады, сногсшибательный дизайн, который ни разу не повторяется ни в одной комнате, ни в одном даже зоне, так как здесь есть комнаты по 100 квадратных метров, то, естественно, есть деление на зоны. Все, с пола и до потолка выполнено в совершенно разных стилях из совершенно разных отделочных материалов. Они нигде никогда не повторяются. Тем не менее, дизайн интерьера ничего не имеет с пафосностью. У меня уже было много элитных домов, и ощущение было неприятное. Все это все равно, что жить в офисе. А если с огромными потолками, то чувствуешь себя как в музее. И очень тяжело заснуть в этом спортзале. При всей прелести дома и уюте важно, чтобы расслабиться можно было безопасно. Я прошел 90-е, и это мой второй пунктик после музея. Таких систем защиты помещений, как здесь, нет ни на одном стратегическом объекте страны. Это я вам как бывший военный говорю. Даже если приезжают рабочие, чтобы чего-то поделать, интеллектуальная система на нейронных сетях следит за каждым действием каждого незнакомца. Но обо всех электронно-механических фичах я расскажу в конце. И вообще этим занимается компания Spetslab, goal.ru. Посмотрите, вам понравится. Все-таки дом начинается с места. И главное, не насколько оно пафосное, хотя деревня Ламы – самое элитное место в данном регионе. Здесь дачи верховных правителей как региона, так и страны. Все же главное – это вид из окна. Ты подходишь к окну, а оттуда на тебя прыг великолепный природный пейзаж. Ты открываешь форточку, а оттуда на тебя прыг тишина. И только птицы нарушают ее, а обоняние застилает запах соснового леса. Умный. Вот ты кошка не поймает. Каковы такие. Ничего так больше не создает атмосферу и настроение в доме, как его окружение. У нас тут есть один генерал, он такие деньги вбухал в строительство дома. Вот если у тебя есть немеренные бабки, зачем их закапывать посредине деревни? Да еще как у нас любят впритык к дороге. Ну и слушай, как проезжают автомобили, и нюхай выхлопные газы от них, и дыши пылью. Зашторивай постоянно окна, чтобы тебя не рассмотрели ночью. Старайся не выглядывать из окна днем. И вообще не смотри в окно, потому что там неприятное окно соседа. Одевай беруши, когда ложишься спать, потому что у соседа сегодня именины его любимого племянника, на завтра у 5-го соседа свадьба. Если у вас праздник самого, то утром разбудит газонокосилка, это как водится. Платить надо в первую очередь за окружение. Это атмосфера дома и его настроение. Платить надо за лес, за речку, за певчих птиц, за перелетных уток, за прекрасные виды деревьев, которые одеваются осенью в золото, а зимой в белейшие наряды, за белок, скачущих по веткам, за собственноручно срезанный грибок, за найденную ребенком ягодку земляники, за тот восторг, который на лице дочери, которая поймала полевую бабочку. Вот место, где сам вид из окна уже праздник.
а не воспоминания о нетрезвом разговоре с соседями, чье окно направлено прямо на тебя. Вот что такое счастье? Все отвечают какими-то фразами, типа, чтобы жили близкие люди и прочее. А здесь счастье не в каких-то умозаключениях. Здесь смотришь в окно и испытываешь его. Вот реально чувствуешь счастье, а не просто думаешь про него. Вот она, вот она, вот, 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 прям смотри. Упадет. Это ну прям с крыши. Повисла. Ой. Вот. Скорей. Ух ты. Ой. Вот, вот, вот. Снимай скорее. Ой. Вот, вот, снимай скорее. Я могла. Я все снимаю на телефон Samsung S9. Оператор из меня не Станиславский, режиссер не Спилберг. Извините, что все трясется. Сцены я тоже особо не готовил. Часто можете заметить бардак в комнатах. Зато все реально. Демоверсия не будет отличаться от жизни. Коробка дома стоит уже более 10 лет, и это говорит о том, что дом надежен с тектонической точки зрения. Все, что может повести фундамент, проявляется обычно в 5 лет ближайшие. Но отделка и все инженерные сооружения выполнены и сданы только вот официально в 2018 году, согласно документам. Прожил я в этом доме несколько счастливых лет. Сейчас продаю в связи с переездом, без посредников. К лесу и реке прилагается еще один подарок от природы – минеральная вода. Ее пласт расположен прямо под домом, и можно пробурить скважину 1000 метров, я узнавал уже порядка 1 000 000 рублей, и из ваших кранов польется натуральная минералка. Ну, пить в большинстве, пить в больших количествах ее не рекомендуется. А вот наполнять ванну или мыться в душе, пожалуйста. Пока же мы ходим в санаторий «Зеленый городок» и наливаем свежую минералку из реального бювета, что тоже, наверное, полезно, хотя и не спец в медицине. Ну, зачем-то толпы людей ездят в Кисловодск, Минводы и Ессентуки. Здесь все эти города у вас дома. Можете приглашать родных на лечение. Тем не менее, хоть природное здоровье и хорошо, но сегодняшнее долголетие людей обязано развитию медицины. Человек стал жить почти в 1,5 раза больше за счет вовремя получаемой медпомощи. И очень важно иметь эту услугу под рукой. Живя на роскошной природе и вдали от людей, здесь вы имеете под боком все блага цивилизации. Всего 10 минут, и сюда приедет любой спецтранспорт, хоть скорая, полиция, хоть пожарная. Московское направление из города имеет 4 полосы и никогда не бывает загруженным. 10 минут, и скорая будет стоять у вашего дома. Проверено. Это очень-очень важно в сегодняшнем мире. Согласен, что где-то в дремучей глуши природа на порядок красивее, чем здесь, но как долго туда будет добираться скорая? В этом доме, как в Греции, все есть. Но при этом я не рекламирую затворничество, а наоборот, этот дом находится в середине Золотого кольца. И было бы кощунством не посещать по выходным все основные достопримечательности России. При этом нет смысла заказывать прокуренные отели с постоянным шумом за стенкой. Мы постоянно ездим в Суздаль или Плес и уже к обеду возвращаемся обратно. Ростов Великий, Кострома, Ярославль – все, как говорится, в шаговой доступности. По секрету скажу, самое классное место – Асафовы острова за Юрьевцем. Доминиканские острова, я там был несколько раз, в океане, которые, они отдыхают по сравнению с тем, что может вытворять российская природа на Волге. Ну и Москва здесь под боком, 3-4 часа ходу. В Питере ходит Сапсан 6 часов, или летает самолет 1,5 часа. На Нижней прекрасная свободная трасса, только что построена, едешь, отдыхаешь. И уверяю вас, в пандемию здесь не грустно.
Мы даже не знали бы о ней, если не телевизор. 4 горнолыжные каталки совсем рядом. Это не Альпы, но поставить на горные лыжи ребенка самое то. Самая пафосная каталка в Миловке. Это рядом с дачей Медведева. Практически за ее забором. Самая навороченная – Семигорье. Там и куча бань с бассейнами, и деревянный ресторан с камином, и миллион развлечений. И есть даже плавучая баня. Она плавает по реке прямо в процессе своей работы. Камин – это песня. Вы можете быть уверены, что такой камин точно неповторимый. Это дизайн, как говорится, от Творца. Здесь большое число материалов, подобранных так, как будто это один и тот же материал, просто он динамический. Даже не знаю, как это сказать. Как будто он меняется, типа дисплея, который может показывать целое кино. Общая картинка одна, а когда присматриваешься к деталям, везде как бы разный взгляд на это произведение искусства. Как будто ты моргнул, и что-то изменилось. Цветовая гамма и геометрические формы отделки очень близки друг к другу и в то же время имеют отличия по блеску, по виду материала. Здесь и мрамор, и гранит, и мозаика, и кварцевая мелкая плитка, и даже стеклянная плитка. Но все они вот так подобраны, как будто это один и тот же материал. При этом камин имеет всего 2 основных цвета. Светлый на всех вертикальных поверхностях и темный на всех горизонтах. Замечено, что такое центровое место в доме всегда используется как склад самых дорогих и нужных вещей. В одном из моих домов поверхности всегда не хватало, и здесь я сделал большую такую горизонтальную гранитную полку сверху и снизу, дабы уместить все, что, как тебе кажется, надо положить на еду, дабы не забыть, а потом оно там хранится вечно. Внутри, естественно, шамотный камень, ведь камин действующий. Экшена добавляет динамическая подсветка, на которую можно смотреть вечно, как она преломляет лучи от разных материалов, добавляя жизни и божества. А чтобы не получилось как в музее, как вы помните этот пунктик хозяина, камин выполнен на радиальных линиях. Громадные столешницы закругляются. Под них закругляется вся отделка. Поверьте, это не просто укладывать стекло или плитку на радиусную поверхность. Только было бы банально такую красоту расположить на однородном фоне стены. Так как у камина всего 2 цвета, то он не выглядит новогодней елкой, хоть мы и любим украшать его гирляндами на Новый год. Но он четко выдержан в этих 2 цветах, поэтому, чтобы эти 2 четких цвета проявить, да еще показать грандиозность всего сооружения, стеновой фон сделан из вот такой вот как бы дурацкой плитки, в которой нет геометрической логики. И именно на фоне этого абсурда правильные формы камина получают монументальность. А вот если отходишь, кстати, то замечаешь, что эта махина еще имеет и воздушность. Эти 2 больших крыла посередине, еще 2 снизу демонстрируют, что камин парит. Верхняя часть уходит не в потолок, а в нишу с подсветкой. Такое ощущение, что камин летит. Часто приходится видеть огромный камин у людей, похожий на памятники. Здесь вся конструкция вписана же в домашнюю среду, чтобы было комфортно с этим жить, а не только друзьям показывать. Лошадиная задница! Давай, лови меня, пока я не вызвал полицию! Лови его. Постой, постой. Или что ли? Ребят, что это за маскарад? Достаточно большой вот такой аквариум на 2 стороны превращает интерьер в волшебство. Кстати, единственное, что все-таки напоминает здесь музей, это бассейн. Тут огромное число разной керамики с художественными картинами. Плитка подобрана так, что каждый следующий верхний слой на четверть тона светлее. То есть с пола и до потолка вот так незаметно меняется цвет. Отлично подобраны все элементы, подводный стиль от такого волнообразного потолка до волнообразной плитки. И даже пол напоминает берег пляжа.
Замечательное место для переформатирования себя после работы. Минута обволакивающей воды, и ты не только пришел, но и мыслями тоже дома. Подсветка в виде медуз. Под нее я специально искал маломощные лампочки по 2 ватта. Сейчас таких нет. Не знаю, на что поменять, если перегорят. Но именно такой слабый свет не режет глаза и дает возможность расслабиться. Лично я принимаю бассейн 2-3 раза в день. Не поверите, спина забыла, что такое боль. С ежедневным использованием бассейна вся семья перестала болеть. Раньше это было какое-то наказание, особенно у детей. И что удивительно, этот ковид мы все перенесли за 1 день, почти бессимптомно. Некоторые, конечно, любят деревянные бани, но здесь важна регулярность. Мне нужно переключиться после тяжелой офисной смены. Нажал на кнопку, через час сауна готова. Вот вообще не прикалывает устраивать многочасовой флешмоб с подготовкой. Быстро себя зажарить, быстро охладить, быстро помедитировать на музейные виды. Век скоростей – самое оно. А в деревянный лучше ходить к друзьям по праздникам, будет хоть какое-то отличие. Некоторые предпочитают одноэтажные дома. И раньше у меня тоже такой был. Это удобно летом, но сильно ограничивает кругозор. Это все равно, что ты живешь в двухмерном пространстве. Ты видишь только на 5-10 метров и все. А как же вот вид самый... Главное, это за что люди покупают пентхаузы? Вид сверху. Самое шикарное место этого дома – огромный балкон на 3-м этаже, откуда видны лесные просторы и река. Разве можно отказаться от такой прелести? Лично я все лето провожу здесь. Придя с работы, в выходные, отдыхаю, ужинаю, потом смотрю телевизор тоже на этом балконе. У меня сюда все подходит, все замечательно. И все, ни одна беседка на земле не сравнится с этим шикарным видом. В беседку, ну что, ты сел, и ты видишь только то, что в 2-3 метрах от тебя. И кроме того, тебя покусывают комары. А здесь самое прикольное, нет комаров. Я все лето живу на этом балконе. Остальной дом для меня просто не существует. То есть весь дом это только для холодного времени. И то даже осенью или зимой я прихожу сюда пить чай. Просто посмотреть на эти прекрасные виды. И это очень большого стоит. И ради этого стоит строить многоэтажные дома. Двойной. Детские комнаты не из мрамора, как это принято в дорогих домах, а из приятных материалов, соответствующих домашней атмосфере. Ну, извините, детям тяжело спится в музеях. Здесь больше цены формы и оригинальный дизайн стен, потолков. Для мальчика гоночная дорога с автомобилями. Для девочки цветочный купол в 3 плоскостях. А главное, опять же, вид. Ну, и дети становятся спокойнее и добрее, когда в их окнах прекраснейшие природные пейзажи. В комнате для гостей обои из французской бумаги. Они настолько нежные, что каждую стенку просто хочется потрогать, обнять, погладить. Камера не может передать это чувство. И потолок тоже из жидкого бархата настолько завораживает, что хочется смотреть и смотреть. Жалко, камера вот это все не может показать. Здесь также много дизайнерских подсветок, в том числе вот таких с внутренним свечением. Именно этот дом я строил для себя.
для своей семьи, поэтому заливал сюда самый дорогой материал в плане черновых работ, даже начиная с Ротбанда, заканчивая там самыми дорогими штукатурками. Здесь все плоскости, все стыки, все даже мелкие элементы идеальны. Рабочие отделочники. Не из какой-то шараш-монтаж, а спецы, которые работают у меня на зарплате вот уже более 20 лет. Поэтому я не гнал, все делал долго, аккуратно. Если не нравилось, переделывал. Во времени никого не ограничивал. У моих рабочих был только один стимул, чтобы мне понравилось. Естественно, по этой причине дом получился в несколько раз дороже. Когда делаешь для себя, то очень трудно его продать по этой же цене. Барная стойка отделяет столовую от кухни. Она служит такой границей перехода между столовой и кухней. Здесь приятно посидеть за стопкой чая, пока что-то готовится. Кухня, естественно, огромная. На ее площади нельзя экономить, я так считаю, потому что всегда найдется у женщин что-то, что надо еще положить. Очень-очень важно в кухне иметь супермощную вытяжку. И здесь даже при самой жесткой жарке вы не почувствуете ни единого лишнего запаха. Дополнительно здесь еще наверху еще одна самостоятельная вытяжка на стене, если что-то не попало в трубу. Столовая нами использовалась только по праздникам. Она удобно отделена от зоны готовки. В будние дни мы хостимся на столе самой кухни, чтобы чувствовать себя по-домашнему. Но когда приходят гости, здесь есть сезонно посидеть и потанцевать, и маленький ансамбль можно расположить. И лаунж-зона полежать у телевизора с отличными видами, за огромными окнами, кому что нравится. И все это в едином таком пространстве, разделенном разве что зонами. Все мы знаем, что Россия страна чаще холодная и темная, 2 месяца. А остальные 10 месяцев очень холодная и очень темная. Поэтому внутри я все сделал так, чтобы не чувствовать себя загнанным в 4 стены. По дому можно гулять ничуть не хуже, чем по улице. Большое количество декоративных инсталляций, большого числа внутристенных и потолочных форм, каких-то ниш. Есть даже стеклянный пол. И все это с подсветками, большим числом светоцветовых сценариев. Лестница из светлого дуба. Хотел было стеклянную, но надо смотреть на реальную жизнь. Дети бегают, падают. Все-таки мягкое дерево безопаснее. Отдельно надо сказать о комплексе подсветок каминной комнаты. Тут несколько десятков разных светильников и сотни метров светодиодных лент. Все это включается по-разному, в зависимости от настроения. Есть даже внутреннее свечение гибкого камня. Праздник души какой-то. Праздник света души какой-то. Чиллаут зрительно выбрасывает нас наружу помещения. Мы видим кирпичные стены внешней стены, будто сидим на улице, несмотря на холодную погоду. Зима здесь не затворничество. Зимой мы также живем как бы на улице, только с комфортом. Очень важный момент для российского климата, когда в мороз на улицу не выйдешь, здесь ты не ощущаешь дискомфорта от плохой погоды. Ведь это наказание россиянам, что в московском регионе так долго холодно и так долго темно на улице. Чтобы не чувствовать себя обделенным по отношению к африканцам или даже европейцам, в этом доме можно гулять так же, как по улице. Здесь много всего интересного и красивого. Гиподинамия или меланхолия жителям не грозит. Прогулялся по дому, и ты уже пополнил здоровье. Поигрался с подсветками и пополнил душевный баланс. Осмотрелся вокруг и получил эстетическое наслаждение. Спальня выполнена в виде сферических форм, как будто находишься внутри шара. И сверху, и снизу идут большие радиусы, образующие масштабные закругления.
у которых нет острых углов, и вообще все углы только внутренние. Все плавно, гладко, с как будто бы вырезанными в стенах подсветками. Их выход наружу в сложной форме также сливается с этими радиальными поверхностями. Для отделки спальни специально выбран тонкий срез коры дуба. Он и потолок из французской соломки успокаивают, настраивают на сон. Однако в эту композицию специально введено два немного ярких таких пятна на потолке, витражи с природными пейзажами. Если вам не спится и вы вдруг повернулись на спину, то вам доступна опция полюбоваться техникой рисунка на стекле. Овалы расположены не параллельно и не перпендикулярно сторонам комнаты, а как будто их сюда накидали. Водопад в спальне светится как изнутри, так и снаружи. При этом он имеет как и прямой функционал увлажнения, так и душевный. Его вид, а главный звук помогают уснуть, даже если вы понервничали на работе. Очень прекрасное, кстати, средство от бессонницы. Рекомендую. Странно, что его еще никто не заметил, не нашел. Я тут первый открыватель по многим вопросам. Сам потолок по всей своей площади имеет внутреннюю декоративную подсветку. Это смотрится как звездное небо. Изнутри где-то что-то такое светит. Вся мебель сделана на заказ и в одном материале с дверью. Березовый оттенок хорошо сочетается с корой дуба стен и французской соломкой потолка. Лесная такая тема продолжается из улицы в комнату. И мебель тоже без острых углов, все элементы закругляются. Шкаф имеет двойную глубину по сравнению с обычными. Это удобно для массивных одеял и подушек. Родительская ванная по размерам сравнима с однокомнатной квартирой. И здесь тоже много световых сценариев, начиная с автоматического, включающегося на движение. Есть ночной режим, чтобы можно было посетить кабинет, не просыпаясь от ярких ламп. Если кто-то где-то тоже включил или выключил горячую воду, то вам не грозит ошпариться. Здесь везде автоматическая регуляция заданной температуры в каждом конкретном смесителе. Сколько выставили, такой температуры и будет вода. Не надо ничего постоянно подстраивать, как в квартирах. Здесь у каждого свой санузел, и у каждого, естественно, свой оригинальный дизайн с интересными картинками на керамике. Гости всегда спрашивают, зачем нам столько туалетов? Знаете, когда вы возвращаетесь после полуторачасовой дороги, туалетов не бывает много. А с вами еще и родственники. И в этот момент отчетливо понимаешь, как это хорошо иметь много туалетов, душевых, ванн, бассейн. Особенно, если приезжаешь с лыжной каталки. Летом нужно и обувь где-то помыть, и собаку, поэтому есть отдельные умывальники и для этого. Сантехника здесь достаточно дорогая, необычная, с дизайнерским подтекстом. Есть даже гарнитурные варианты. Везде стоят крутые полотенцесушители и много-много чего нужного. И, конечно, чтобы обогреть всю эту махину, весь водопровод и даже бассейн, нужен серьезный котел. Но не пугайтесь, этот агрегат здесь работает на 30% своей мощности. Всего лишь. Я планировал еще уличные бассейны с отоплением зимой, поэтому поставил котел с огромным запасом. Он может обогреть еще 3 таких дома. 300 киловатт. А использую только меньше 80. Редко-редко в нашем «Газпроме» кратковременное понижение давления в трубе бывают. Все бы ничего, но если это в 30-градусный мороз, и вы в отъезде, через 3 дня приедете, и все замерзнет.
Поэтому здесь стоит интеллектуальная видеосистема на нейронных сетях, которая контролирует показатели. Причем она настолько умная, что понимает даже смещение камеры. А чтобы музыка длилась вечно, есть еще и генератор на случай обледенения проводов. Этот дом практически автономен. Может жить без электричества, вода своя, газ может быть заменен на соляру, в подвале стоит огромная чаша под нее. Здесь можно пережить маленькую ядерную войну. Но, честно говоря, больше чем на 3 часа электричество здесь ни разу еще не отключали. Зато какой кайф, когда ты видишь, что вся деревня погрузилась во тьму, и только твой дом сверкает огнями. Температура регулируется индивидуально, не только в каждой комнате, но и в каждой зоне. Везде есть задатчики температуры, которые поддерживают заданные параметры. По всему дому проложены теплые полы, и все это отопление дублируется отдельным контуром батареи на случай, если вдруг где-то возникнут неполадки в полах. Признаю, что это уже совсем лишнее, зря потраченные деньги, но делалось все под себя, хотелось 200% надежностью. Практически 20-я часть стоимости дома – это отопительная система. Больше 2 километров только под полом труб. Потом еще отдельно батареи, отдельно отапливается бассейн, опять же горячая вода, причем с постоянной циркуляцией. В любом месте открыл кран, горячая вода пошла сразу. Хотя в маленьком доме, когда жил, ждал нагрева около минуты. Здесь все удобно в таком огромном доме, в любом месте только крутанул, и вода появляется моментально. Без этого тут можно было бы и час ждать, когда несколько сот метров трубы выльет в застоявшую воду. Пол здесь почти везде не только теплый, но и везде разный по дизайну. По своей энергетике где-то больше подходит плитка, например, в коридорах, на кухне и столовой, учитывая, что гости могут прийти на колючих каблуках. В детских и расслабляющих местах ламинат. Ни один материал ни в одной комнате не повторяется. И сюда не просто набухали красивых материалов, здесь везде особый рисунок. Где-то даже напоминающий персидские ковры. Неплохо так придумано, я считаю, ковры из плитки. Везде какие-то дизайнерские вставки, сопряжения с обыгранными переходами. Ну, вот очень нескучный дизайн. Если у кого есть недвижимость в Европе, тот знает, что газ в России очень дешев. Я плачу за отопление маленькой квартиры в такой теплой стране, как Испания, больше, чем здесь в 30-градусные морозы. Вот не поверите, сам в шоке. Это не фигура речи, а скорее вот речистое офигевание, когда узнаешь цены на энергоносители в Европе. А если здесь отключить бассейн, то сумму можно уменьшить вдвое. То есть, по сути, зимой в 40-градусные морозы я грею бассейн. И это такой кайф, когда везде холодно, за окном снег, там, черти что творится, все передают какой-то коллапс за 140 лет последнего наблюдения. Такого никогда не было. И ты спокойно купаешься, расслабляешься в бассейне, в теплом, приятном, теплой, приятной водичке. Этот замок со всех сторон окружен натуральной природой. И несмотря на все его излишества, шикарное природное окружение – это больше, чем благо дома, с моей точки зрения. И я не стал портить вид забором, потому что с 3 сторон дом окружен естественным природным препятствием – рекой. А с 4 стороны нет смысла подъезжать, здесь тупик, нет даже возможности развернуться. И в этом месте у многих тоже нет заборов. И люди здесь тоже не ходят, потому что в данной местности много других красивых пространств. Зачем идти гулять к дому со всех сторон, напичканным видеокамерами? Моя система видеонаблюдения лишь изредка показывает заблудившегося грибника. Ой, хотел вам показать, как красивый подъезд к дому. Едешь и радуешься. Но я даже не заметил этих 2 маленьких созданий, которые чуть не выбежали под колеса.
Это я к тому, что жить на дороге нельзя. Мой дом в тупике, там машины не ездят, дети могут гулять свободно, не опасаясь стать жертвой очередного гоночного Феррари, которых в этой местности много. Передняя часть дома и все ее панорамные окна выходят точно на юг, чтобы обеспечить максимальное освещение внутри и приятность духа. На балконе можно загорать. Вы будете смеяться, но в дом, несмотря на то, что в лесу и у речки, не залетают комары. Это очень интересный эффект. Не понимаю, почему о нем никто не рассказывает. Когда я еще выбирал строительный материал, мне один старец сказал: делай не из дерева и белый. Я даже в городской квартире часто включаю фумигатор, что явно не добавляет здоровья. И было бы нелогично жить на природе и дышать фумигаторами. А в доме все лето никто над душой не жужжит. По мухам тоже интересная история. Они залетают, но эти лесные создания вообще апатичны к людской крови. Причем мухи бывают здесь не летом, а осенью, где-то в сентябре и октябре. И сидят они только на нескольких окнах исключительно, где осенью хорошо греет солнце. И вообще не влияют на людей, они их вообще не замечают. Единственная проблема, этих мух постоянно приходится выметать. А так это очень прекрасно, что здесь можно жить. Даже насекомые не беспокоят. Здесь нет окон в пол, хотя панорамное остекление и имеется. Но у меня был выбор. Все-таки дом в лесу, и нужно решать: или решетки на окна, или бронированные стекла. Я выбрал бронь. При этом получилось больше рам. Нельзя сделать огромное бронированное окно. Я прекрасно отношусь к красивым стеклам без рам за границей. Но в России, когда меня приглашают к какому-нибудь товарищу с такими окнами, я этих людей жалею. Знаете, это как поселиться в сталинскую многоэтажку в 1937 году. Сначала жильцы радовались такому счастью, но никто не жил там больше года, причем не жил потом вообще. По роду своей деятельности я часто бываю на объектах в крутых дачных поселках под Москвой, где несчастье у людей уже свершилось. И они думают лишь о том, как заделать эти стекла какой-нибудь бетонной стеной. Криминальная ситуация в России оставляет желать лучшего. Полностью бронированные окна такой махины жутко дорого, но я строил для себя, для своих детей, для своей семьи. Здесь все окна бронированные. Тем не менее, огромные стеклянные панорамы здесь есть, и тут еще применена более полезная архитектура, нежели панорамные окна. В России темно даже днем, и даже в солнечную погоду. Это четко замечаешь, когда приезжаешь с югов. И в офисе я даже днем включаю свет. Чтобы в комнате было светло, нужно совсем небольшое окно, даже мелкое дает света столько же, сколько и большое за счет интерференции. Это же физика. В России нужно иметь окна на все стороны света. Вот тогда будет светло в любое время дня. Не зря, видимо, в такой конфигурации строились английские и ирландские замки, где солнышко тоже не радовало жителей. И вот так видите, большинство комнат выступают гранями наружными и имеют окна по всей окружности. Кроме большого числа шкафов, здесь есть две гардеробные комнаты. Одна под костюмы и платья, другая под верхнюю одежду на входе с огромным зеркалом в пол. Подвальный этаж и мансарда пока представляют пустую зону, заполненную всякими ненужными вещами. Поэтому я не буду показывать их в деталях.
Тем не менее, здесь есть всякие подсветки от светильников внутри пола до потолочных абажуров. В комнате персонала можно жить, там есть и кухня, и санузел, и диван. Теплый гараж только на один автомобиль, но рядом есть навес для 3. Очень удобно зимой, не надо по утрам откапывать своего автомобильного друга. Крыша полусфера продумана так, что не надо и убирать снег в зоне автостоянки. Он скатывается в специальную ложбину, где проложен гидроотвод. Несколько слов об электрике. Так как ролик затянулся, то я только кратко пробегусь по всем электронным излишествам. Для них сделаю отдельное кино. Все выключатели в одном стиле Legrand, но в разных цветовых гаммах под дизайн соответствующих комнат. Так как подсветок немерено, в стенах проложено свыше 4 километров проводов, которые сами по себе, может, и недорогие, но работа от черновой проводки до дизайнерских выкрутасов, игры света и теней тянет не на 1 миллион. Кроме того, здесь везде проложена двойная линия, один канал неотключаемая, другой для приборов, которые не нужны в ваше отсутствие и отключаются при выходе одним центральным выключателем. В каждую практически розетку можно включиться как на первую, так и на вторую линию, в зависимости от того, нужна ли работа данного прибора постоянно. Этот выключатель сдублирован на дистанционное управление с телефона. Очень удобно, не нужно выключать все 500 выключателей, выходя из дома, или вспоминать там, а вот выключил я там или то. На этот же телефон приходят все события в доме и вокруг него, причем сообщают о себе сами. Не надо следить все 24 часа в сутки. Пожарная сигнализация выведена на вседомовое оповещение. Культурно голосом по всему дому проговаривается, где сработал дымовой датчик, который есть в каждой комнате и даже в каждой мелкой каморке. Была такая беда, у меня же однажды сгорел один шикарный дом. Вот почему я больше не строю деревянные дома, как бы они мне не нравились. И вот почему здесь еще и система пожаротушения. По всему дому проложены дорогущие огнеупорные трубы, которые подадут охладитель в те места, где сорвет голову температурным сплинкером. За счет этого, во-первых, обеспечивается полная гарантия сохранности жизни, имущества, во-вторых, не портится весь дом, воздействие будет точным только по месту события. Дополнительно на каждом этаже есть места под огнетушители и, внимание, отдельные гидранты для ручного тушения. Все-таки лес тут рядом, и мало ли что придется поработать руками. Кому-то это покажется манией, но после пожара я не смог удержаться от такой дорогостоящей темы. Здесь также повсюду есть кнопки экстренной помощи. Они, во-первых, создают приятную ночную подсветку, во-вторых, позволяют произвести коллективное оповещение запрограммированных в ней лиц. Мало ли, если бабушке стало плохо, все эстетично вписывается в интерьер. Считайте меня параноиком, но в каждой спальне здесь еще есть и противогазы с автономным кислородом, позволяющий покинуть помещение при самом сильном задымлении. Да, теперь и я понимаю, что я параноик. Но тут еще есть и веревочная лестница на мансарде и в других местах на случай, если выход будет заблокирован пожаром или что-нибудь еще. Совсем кратенько про огромную кучу электронных прибабахов. Наверное, главное, что есть в этом лесу, это гигабитная линия интернет. Чего не в каждой городской квартире встретишь. Мне удалось подсесть на правительственный канал, который идет под землей. Его прокладывали по-соседски живущему губернатору и другим деятелям. Огроменная скорость. Часть, вот вы видите, задействована под всякие интернет-сервисы дома, включая оперативное видеонаблюдение. И еще свободно 900 мегабит.
Тот факт, что канал идет под землей, говорит о его неуязвимости. Его не вырубишь втихаря на лестничной клетке, как это часто бывает в квартирах. До него не только не докопаешься, он еще и строго контролируется Ростелеком, так как на нем сидят первые лица государства. Стоит мне отключить питание роутера, как уже звонят, спрашивают причину отсутствия связи. Это огромный плюс. Отличный, супер быстрый, надежный интернет среди леса. По всему дому проложен бесшовный Wi-Fi. Телевидение здесь есть и кабельное от Ростелека по тому же правительственному каналу, но я предпочитаю спутниковую тарелку. Там и качество все равно, на мой взгляд, лучше, и замирания нет. Используется крутой корейский ресивер Black Hole, который берет все каналы бесплатно, только чур я вам этого не говорил. И можно их писать на жесткий диск емкостью 500 мегабайт. По всему дому установлены динамики громкоговорящей связи. На них можно вывести музыку или тот же телевизор. Как бы вы ни передвигались по зданию, вы продолжаете слушать телепередачу или музон, выбранный на телефоне. Если что-то, не дай бог, случится, на эту же систему заведены все охранные устройства от домофона до нейронных систем видеонаблюдения. Есть еще специальная кнопка в бассейне. Она водная, водозащищенная. Если вдруг кому-то стало плохо и он не может выбраться, то можно нажать ее и позвать на помощь. Там микрофон. Кстати, ее же можно использовать и как бэбифон. Она включает микрофон, который слышен по всему дому. Если купаются дети, а вы пошли за дополнительным полотенцем, то все происходящее будете слышать в любой комнате. В каждой комнате есть микрофон, активизируемый вот такой кнопкой. Можно позвать всех на обед без километровой пробежки по дому. Кто-то может быть на мансарде, кто-то в подвале, или в гараже, или в бассейне. Вот эта кнопочка с микрофоном достанет сразу всех. Очень удобно. В таком огромном доме трудно заснуть, если честно, если не контролируешь всю площадь вокруг дома. Какие-то шорохи, шумы и так далее, что где случилось, надо идти выяснять, осматриваться, ходить по комнатам, просматривать окна, архивы, записи видеонаблюдения. Обычные системы видеонаблюдения вроде бы что-то пишут, но чего узнаешь только если что-то случилось, посмотришь, как тебя убивали. А здесь нет громоздких компьютеров и мониторов, нет большого числа видеоокон, камер. Вот такие маленькие стильные планшетики показывают сами события, а не кучу бесполезного видео. Достаточно одного взгляда, и ты видишь набор последних событий. И сразу понимаешь, что происходило за последние 2-3 часа, несколько дней. Не требуется мотать огромные архивы, все произошедшее наглядно видно сразу. Такого нет даже на Рублевке. А нет, в пару домов все-таки спецлаб поставил. В любом живом видео можно спрятаться, так как хозяин не будет круглосуточно смотреть на монитор. Пробежал перед камерой, залег за углом. Здесь любой такой пробег останется на экране. Если что-то случилось, для разбора полетов в кабинете есть отдельный компьютер и большой монитор на стене. Кстати, чтобы не погрязнуть в строительстве и не потерять бизнес, потому что работы было очень много во время отделки. По нему я удобно наблюдал за рабочими, при этом занимаясь своими служебными делами. Не надо стоять лично над душой. Причем не нужно и живое видео. Нейронные сети обобщают происходящее, показывая на экране только суть. Нейронные сети выкидывают все погодные помехи, которых здесь много, так как куча растений, качающихся от ветерков. Они в любых условиях отлично распознают силуэты людей, автомобилей, животных, оружия и много-много чего еще, даже дроны. Сегодня вы знаете, что эти птички доставляют много неудобств владельцам коттеджей. Они и в окна могут заглянуть, чтобы понять, где вы сейчас, и камеры вывести из строя. В этом доме все эти грозы отрабатываются автоматически. Данные пишутся в облако, так что их невозможно уничтожить, забрав с собой видеорегистратор, как это обычно делается. События сохраняются на очень-очень длинный период, и очень удобно вспомнить, когда кто приезжал, кто что заносил домой или выносил лет 12, например, назад.
Если нейросети вычисляют опасность, они передают это видео в интернет-службу реагирования IP-консьерж. И уже живые люди участвуют в мероприятиях по оказанию противодействия. Кстати, если вы узнали в посетителе своего знакомого, не факт, что он не привел к вам кого-то еще, и они не ждут в лесу условного сигнала, что дверь открыта. Но не тут-то было. В этом доме применена электронно-механическая система шлюз. Конструкция из двух дверей, одна из которых всегда закрыта, устроена так, что вторая дверь откроется только после того, как закроется первая. В дверях поистине невскрываемые замки. Вот не верьте всей чуши про те замки, которые не скрываются и у которых есть личина. Здесь личины нет, поэтому расположение этих замков уже загадка. И легче всю дверь сломать, чем найти эти замки. Все-таки дом в лесу. И в наше неспокойное время очень важна не только природа или электроника, но и сермяжная физическая неприступность. У дома 3 охраняемых периметра. Улицы контролируются видеокамерами, которые умеют распознавать людей в любой освещенности, не путая их с помехами. За этой зоной следит IP-консьерж по интернет. Красная зона – это средний периметр, где расположены подсобные помещения, гараж, бассейн, комнаты прислуги и прочее. Кстати, что удобно, прислуга тоже не может к вам зайти, когда хочет. Все это отделено стальными дверями от зеленой зоны жилого пространства, в которое, как вы поняли, невозможно просто так проникнуть физически. На этих дверях бронированы окна, чтобы не только видеонаблюдением, но и визуально оценивать красную зону перед выходом в нее. То есть это такая неприступная крепость, которую пробить достаточно сложно. Кто там? Кто там? Водопроводчик, вы заняли соседний участок. В дом невозможно пронести какой-то опасный предмет или жидкость. На входе стоят датчики, контролирующие вредные для здоровья элементы в составе воздуха, в том числе и радиацию. Белые грибы с рынка на Белорусском вокзале здесь начнут звенеть. Здесь просто рай для детей. Поля для футбола, куча живности, которой можно помучить. Для малышей целый ботанический сад, где можно половить бабочек и стрекоз или понаблюдать за тем, как бобры строят плотину. Буераки, реки, раки. Здесь такие ландшафты, что можно придумать самую увлекательную игру. Помню, в детстве у нас был маленький овраг с тоненьким ручейком. И для нас это был целый мир. Вот если бы этого не было оврага, я вообще не знаю, как бы я сформировался как парень, как человек. Здесь же есть прекрасная речка, чтобы играть в капитана флотилии или просто загорать с друзьями. Понятно, что можно найти место и у широкой реки, например, в Плесе и на Волге. Но там есть жизнь только 2 месяца летом, остальное время жуткий ветер. Да, широкая река – это красиво, но только из окна. Ландшафтно дом находится в низине, в пойме реки, и только крыша выступает из этой лощины. Очень приятно гулять у дома, будет комфортно любой мороз, и это супер. Для России вот безветренной погоды практически не существует. А здесь ты живешь как на другой планете. К тому же глубокая река опасна для детей. Вода всегда манит поиграть со стихией. Да, это не Волга, но для родителей такая декоративная река намного спокойнее, по себе знаю. Сначала я жил на первой линии огромного водохранилища. До сих пор с ужасом вспоминаю, как сын втихаря пытался переплыть его. Такая река, такая речка, даже мы ее не называем рекой, это намного спокойнее для родителей. Уверен, что все дети вернутся домой. Немаловажный свежий воздух, чистая вода из-под крана, которую мы пьем без кипячения. И за них тоже не нужно платить постоянно, как в городе. Вода из собственной скважины, воздух из собственного окна. Пройдитесь вокруг дома. Сюда стоит приехать только для того, чтобы подышать.
Кстати, здесь коммуналка дешевле, чем в городской квартире. Вот если отключить обогрев бассейна зимой, то трехкомнатная, четырехкомнатная квартира в городе будет стоить столько же по коммуналке. Несмотря на огромное число подсветок, они потребляют меньше 5 старых лампочек. Они там, по 3, по 5 ватт всего. Сколько там, 300 вот этих подсветок, они дают всего лишь 5 старых лампочек. Газ, электричество здесь тоже дешевле, чем в городе. Счетчики холодной горячей воды не нужны. Принудительная вентиляция кондиционера, эти рассадники бактерий я даже не стал делать. Потому что даже в самую жаркую погоду летом лес и речка дают прохладу. А так как дом высокий, то отлично работает всюду проложенный канал естественной вентиляции. Поэтому по ночам никакие вентиляторы по дому не журчат, никакие охладители и нагреватели на тебя не дуют, после которых обычно получаешь ангину. Даже бассейн, вот я вроде проложил там эти все вентканалы через каждые 40 сантиметров, но они для принудительной вентиляции, но использовать не стал, потому что даже бассейн освобождается от влажности естественным образом. Если у вас есть 1 000 000 евро, вы можете приобрести этот дом, пока он не подорожал. Если нет миллиона, можете заказать подобный дизайн интерьеров в других домах. Или приобрести интеллектуальные фичи, обеспечивающие комфорт и безопасность загородного дома. Чтобы посмотреть, приезжайте в Ивановскую область со стороны трассы на Москву, которая упирается в Щелковское шоссе.